Что если существует книга, которую 100 лет пытаются взломать лучшие криптографы мира, и никто не смог? Манускрипт Войнича написан на языке, которого не существует ни в одной известной культуре, а его растения не похожи ни на одно живое существо на Земле. Но самое пугающее впереди. Этот манускрипт прошел через руки императоров, алхимиков и военных дешифровщиков, сломавших немецкую «Энигму» во Второй мировой. Все потерпели поражение. 240 страниц рукописного текста, тысячи символов, сотни иллюстраций и ни одного расшифрованного слова за более чем 500 лет. Манускрипт впервые всплыл в исторических записях в 1606 году, когда богемский император Рудольф II купил его за 600 золотых дукатов, сумму, на которую можно было содержать целый замок несколько лет. Рудольф был одержим алхимией и оккультными науками, собирал редкости со всего света, но даже в его коллекции эта книга занимала особое место. По записям придворного, император был убежден, что держит в руках труд самого Роджера Бэкона, английского монаха XIII века, которого современники считали колдуном за его познания в оптике и химии. До Рудольфа след книги теряется в темноте. Пергамент, на котором она написана, удалось датировать с помощью радиоуглеродного анализа. Результат показал период между 1404 и 1448 годами. Это значит, что рукопись существует уже более 600 лет, и первые 150 из них она провела где-то в полной безвестности, прежде чем оказаться на столе у императора. После смерти Рудольфа книга перешла к его придворному алхимику Якобу Харчицки, затем исчезла на несколько десятилетий и объявилась в иезуитском колледже в Риме. В 1912 году польский антиквар Вильфрид Войнич обнаружил ее в замке Мондрагоне, близ Фраскати, среди сотен других старых рукописей, которые иезуиты продавали тайно, чтобы пополнить казну ордена. Войнич сразу понял, что нашел нечто из ряда вон выходящее, выкупил книгу и начал рассылать фотокопии ученым по всему миру. С этого момента манускрипт получил его имя, и началась эпоха безуспешных попыток его прочитать. Уильям Ньюболт, профессор философии Пенсильванского университета, объявил в 1921 году, что взломал код. Он утверждал, что каждый символ рукописи состоит из микроскопических знаков, видимых только под лупой, и что текст описывает открытия в биологии и астрономии, сделанные Роджером Бэконом за 300 лет до Галилея. Научный мир ненадолго пришел в восторг. Через несколько лет другой исследователь доказал, что микрознаки — это просто трещины на высохших чернилах, а вся система Ньюболда была плодом самообмана. Профессор умер, так и не узнав об этом опровержении. В 1945 году за манускрипт взялась команда военных криптографов из американской разведки. Те самые люди, которые в годы войны вскрывали японские и немецкие шифры. Они применили все известные методы частотного анализа, искали повторяющиеся паттерны, пытались найти структуру, характерную для любого человеческого языка. Через несколько месяцев работы они официально признали поражение и засекретили свои материалы. Рассекречены эти документы были лишь в 90-х. Странность манускрипта не только в том, что его никто не может прочитать. Странность в том, что он ведет себя как настоящий язык. Статистический анализ показывает, символы в тексте подчиняются закону Ципфа, математическому закону, которому следуют все известные человеческие языки от китайского до суахили. Одни знаки встречаются часто, другие редко. Есть четкая структура слов и предложений. Это не случайный набор символов и не бессмысленная мешанина. Что-то в этой книге закодировано, но что именно и на каком языке, не знает никто. За 600 лет существования манускрипта имена возможных авторов менялись как в калейдоскопе. Роджер Бэкон, которого так любил Рудольф II, был отброшен после радиоуглеродного анализа. Монах умер в 1292 году, а пергамент датируется XV веком. Разрыв в 1,5 столетия закрыть невозможно. Следующим кандидатом стал Джон Ди, английский математик, астролог и личный советник королевы Елизаветы I. Ди всю жизнь искал универсальный язык ангелов, с помощью которого, по его убеждению, можно было говорить с высшими силами. Он путешествовал по Европе, бывал при дворе Рудольфа II и теоретически мог продать императору загадочную рукопись. Но никаких прямых доказательств его причастности к созданию манускрипта не существует, только совпадение интересов и географии.
Версия о мистификации звучала громче всего в 2003 году, когда компьютерный анализ показал, что весь текст мог быть написан одним человеком за относительно короткое время. Гордон Рак из Британского университета Килл продемонстрировал, что с помощью специальной таблицы и трафарета, инструмента, известного в XV веке как решетка Кардано, можно за несколько месяцев создать текст с точно такой же статистической структурой, как у манускрипта. Его вывод был прямым. Книга является искусной подделкой, созданной ради продажи доверчивому покупателю вроде Рудольфа II. Научное сообщество раскололось. Одни приняли версию Рагга, другие указали на принципиальный изъян. Мистификатор XV века не мог знать законов статистики языка, а значит, не мог намеренно их воспроизвести. В 2014 году итальянский исследователь Николас Пеликан выдвинул версию об авторстве Антонио Аверлина, миланского архитектора и инженера XV века, известного под псевдонимом Филаретти. Аверлино действительно создал зашифрованный трактат об архитектуре и увлекался изобретением тайных систем письма. Совпадение стиля иллюстраций с рисунками из его известных работ было убедительным, но недостаточным для окончательного вывода. Самую неожиданную версию предложил в 2017 году лингвист Джерард Чешир из Бристольского университета. По его словам, книга является медицинским справочником, составленным монахинями с острова Иския близ Неаполя. Он заявил, что расшифровал манускрипт полностью и что текст написан на протороманском языке, вымершем предке современных романских языков, от португальского до румынского. Чешир опубликовал статью в рецензируемом журнале, мировые новостные агентства раструбили о сенсации. Через 2 недели лингвисты разобрали его работу по косточкам. Предложенные переводы были произвольными, грамматика не соответствовала ни одному известному этапу развития романских языков, а сам метод расшифровки не поддавался независимой проверке. Университет Бристоля официально дистанцировался от выводов своего сотрудника. Единственный твердо установленный факт об авторе манускрипта — это то, что он был левшой. Анализ направления нажима пера на пергаменте однозначно указывает на левую руку. В XV веке левшей принуждали писать правой рукой с детства, а значит, автор либо жил в среде, где это правило не соблюдалось, либо сознательно игнорировал его. Это единственная биографическая деталь о создателе книги, которую ученые считают достоверной. Ботанистс изучали иллюстрации манускрипта десятилетиями и каждый раз приходили к одному выводу. Таких растений не существует. Более 130 детально прорисованных растений, каждое с корнями, стеблем, листьями и цветами, и ни одно не поддается точной идентификации. Это не небрежные зарисовки неумелого художника. Это тщательные, анатомически последовательные изображения организмов, которых нет ни в одном гербарии мира. Ботаники из Техасского университета потратили 3 года на систематическое сравнение рисунков манускрипта с базами данных всех известных видов растений Европы, Азии и Америки. Результат? Примерно 30% изображений имеют отдаленное сходство с реальными видами, если смотреть только на отдельные части – листья или корни. Но ни одно растение целиком не совпадает ни с одним известным видом. Корень одного растения напоминает мандрагору, стебель – ревень, а цветок не похож ни на что вообще. Версия о том, что художник просто фантазировал, разбивается один факт. В средневековых травниках растения изображали схематично и условно, но всегда узнаваемо, потому что книги использовались практикующими лекарями для идентификации реальных трав. Если манускрипт был медицинским справочником, его иллюстрации должны были изображать реальные растения. Если это не медицинский справочник, тогда что? В 2018 году ботаник Артур Такер из Делаверского университета опубликовал исследование, в котором сравнил рисунки с растениями Центральной Америки. Он нашел совпадение с 37 видами, характерными для Мексики и Гватемалы, и заявил, что манускрипт был создан в Новом Свете вскоре после прибытия испанцев, примерно в 1520-х годах. Радиоуглеродный анализ пергамента немедленно опроверг эту версию. Пергамент был изготовлен за 70 лет до открытия Америки Колумбом. Такер не сдался и предположил, что текст был написан на более старом пергаменте, но это объяснение большинство ученых сочли неубедительным. Помимо растений в манускрипте есть раздел, который исследователи называют фармацевтическим.
На его страницах изображены небольшие сосуды и емкости рядом с фрагментами тех же неопознанных растений, корнями, листьями, семенами. Это выглядит как инструкция по приготовлению снадобий. Но из каких именно растений и для лечения каких болезней, неизвестно, потому что текст рядом с рисунками по-прежнему не расшифрован. Отдельную загадку представляет раздел с изображениями, которые ученые осторожно называют биологическими. На этих страницах нарисованы крошечные обнаженные женские фигуры, погруженные в ванны или бассейны, соединенные трубами и каналами. Одни фигуры держат в руках звезды, другие по небольшие сосуды. Трубы переходят в стебли тех же неопознанных растений. Никто не понимает, что именно изображено. Физиологическая система человеческого тела, алхимическая схема, космологическая диаграмма или что-то, для чего у нас вообще нет категории. Самое тревожащее наблюдение сделал в 2021 году биолог из Университета Монреаля. Он провел морфологический анализ нескольких растений манускрипта и обнаружил, что они устроены внутренне последовательно, у них есть своя логика строения, свои повторяющиеся принципы роста. Это не хаотичные выдумки. Кто-то изображал растения так, словно они подчиняются единым биологическим законам, просто другим, не нашим. Как будто автор манускрипта видел природу, организованную по иным принципам, и добросовестно ее документировал. Главный вопрос, который раскалывает научное сообщество уже больше 100 лет. Манускрипт содержит реальную информацию или это искусная бессмыслица? Ответ на него меняет все. Если это код, значит где-то существует ключ. Если это обман, значит 600 лет человечество билось над пустышкой. Аргументы в пользу реального языка накапливались десятилетиями. В 1976 году американский криптограф Уильям Беднарик провел детальный частотный анализ текста и установил, символы манускрипта распределяются неравномерно, ровно так, как распределяются буквы в любом живом языке. Самые частые символы встречаются примерно в 20 раз чаще самых редких. Это точное соотношение, характерное для арабского, латыни и древнееврейского. Случайный набор знаков такой закономерности не дает никогда. В 2013 году физики из Университета Аризоны применили к тексту энтропийный анализ, метод, позволяющий измерить степень упорядоченности информации. Результат показал, что манускрипт имеет более низкую энтропию, чем большинство европейских языков, но близкую к энтропии арабского языка и суахили. Это означает в тексте больше повторяющихся структур, чем в среднем европейском тексте. Такая картина характерна для языков с агглютинативной морфологией, где слова строятся путем присоединения стандартных блоков к корню. Но противники версии о реальном языке приводят не менее сильные доводы. Лингвист Андреас Шиннер в 2001 году указал на аномалию, которую трудно объяснить для настоящего языка. В манускрипте практически нет слов, которые встречаются только один раз. В любом реальном тексте достаточного объема от 30 до 40% слов уникальны. Это имена, редкие термины, случайные вариации. В манускрипте таких слов менее 10%. Словарь книги аномально беден и аномально повторяется. Второй странный факт. Слова в манускрипте почти не меняются. В латыни, арабском, греческом одно слово может иметь десятки форм в зависимости от падежа, числа, времени глагола. В манускрипте каждое слово встречается преимущественно в одной форме. Либо это язык с нулевой морфологией, что крайне редко для европейских и ближневосточных языков того времени, либо текст представляет собой что-то принципиально иное. В 2019 году канадские исследователи из Альбертского университета объявили, что использовали алгоритмы искусственного интеллекта для определения языка источника манускрипта. Программа сравнила статистические характеристики текста с характеристиками 50 известных языков и выдала результат. Наибольшее сходство с арабским языком. Авторы предположили, что манускрипт является транслитерацией арабского текста с намеренно измененными гласными и переставленными слогами. Новость облетела весь мир. Через несколько месяцев арабисты проверили гипотезу и не нашли ни одного фрагмента, который можно было бы осмысленно прочитать по предложенному методу. Наиболее честный вывод, к которому пришли сразу несколько независимых групп ученых. Манускрипт обладает свойствами языка, но не является ни одним из известных языков. Это либо язык, о существовании которого мы не знаем, либо система кодирования настолько сложная, что она имитирует свойства языка на статистическом уровне. Обе возможности одинаково невероятны и одинаково реальны. В
1944 году, пока союзные войска высаживались в Нормандии, небольшая группа американских криптографов в Вашингтоне занималась совершенно другой задачей. Уильям Фридман, человек, который к тому моменту уже взломал японский дипломатический шифр «Пурпур» и фактически изменил ход войны на Тихом океане, получил копию манускрипта Войнича и приступил к работе. Фридман был лучшим криптографом своего поколения. Если кто-то и мог прочитать эту книгу, то именно он. Фридман работал над манускриптом с перерывами почти 30 лет, до самой смерти в 1969 году. За это время он заполнил несколько папок заметками, создал собственную классификацию символов и разработал теорию, которую называл синтетическим априорным языком. Идеей о том, что манускрипт написан на искусственном философском языке, изобретенном в средние века для универсального общения между учеными разных стран. Эта теория была изящной и логичной. Она объясняла, почему язык не похож ни на один национальный язык, потому что он никогда им и не был. Но расшифровать ни одного слова Фридман так и не смог. В его архивных бумагах, рассекреченных в 90-х, исследователи нашли листок с единственной фразой, написанной от руки. «Я убежден, что это решаемо. Я убежден, что я не тот, кто это решит». Национальное агентство безопасности США обращалось к манускрипту трижды – в 53-м, 61-м и 78-м годах. Все 3 раза результат был одинаковым. Рассекреченный доклад 53-го года занимает 14 страниц и заканчивается выводом: текст не поддается дешифровке стандартными методами криптоанализа. Природа шифра не установлена, рекомендуется прекратить работу до появления принципиально новых методов анализа. Британский центр правительственной связи, организация, наследница знаменитого Блетчли Парка, где взламывали Энигму, провел собственный анализ в 1968 году. Результаты до сих пор засекречены частично. Из рассекреченной части известно только одно. Аналитики установили, что текст не является простым шифром замены, не является транспозиционным шифром и не является комбинацией обоих методов. Что он представляет собой вместо этого, в открытом доступе не сказано. В 2004 году группа ученых из Европейского центра ядерных исследований, организации, создавшей интернет и занимающейся физикой элементарных частиц, применила к манускрипту методы анализа, разработанные для изучения структуры ДНК. Эти методы позволяют находить скрытые повторяющиеся последовательности в огромных массивах данных. В тексте манускрипта они нашли несколько таких последовательностей, фрагменты, которые повторяются через определенные интервалы, как рефрены в песне. Но интерпретировать эти повторения без понимания базового языка оказалось невозможным. Самая болезненная деталь во всей этой истории — судьба человека по имени Джон Тилтман. Британский бригадный генерал и криптограф, взломавший советские военные коды в 30-х годах, он посвятил манускрипту более 40 лет жизни, дольше, чем кто-либо другой из профессиональных дешифровщиков. В своей итоговой статье, написанной в 1968 году, он сформулировал вывод, который с тех пор не устарел ни на один день. Ни один из методов, применявшихся к этому тексту за последние 50 лет, не дал результата. Наиболее вероятное объяснение состоит не в том, что мы используем неправильные методы, а в том, что мы не понимаем фундаментальной природы самого текста. Тилтман умер в 1982 году, так и не узнав, что именно он имел в виду под этой фундаментальной природой. Когда в 2000-х годах машинное обучение начало побеждать людей в шахматах, распознавать лица в толпе и переводить тексты с 700 языков, многие ученые решили: вот инструмент, который, наконец, справится с манускриптом. Компьютер не устает, не поддается самообману и способен обработать за секунду объем данных, на который у человека уйдут годы. Казалось, что задача решена заранее. В 2016 году команда из Университета Монреаля загрузила весь текст манускрипта в нейронную сеть, обученную на 50 языках мира. Задача была простой: найти хоть какой-нибудь язык, на который текст манускрипта статистически похож настолько, чтобы можно было предположить родство. Сеть работала 72 часа. Результат — наибольшее сходство с ивритом, но сходство настолько слабое, что сами авторы исследования назвали его едва превышающим уровень случайного совпадения. Иными словами, из 50 языков иврит оказался наименее непохожим.
что не то же самое, что похожим. В 2019 году исследователи из того же Альбертского университета, о которых уже шла речь, пошли дальше. Они использовали алгоритм, разработанный для расшифровки линейного письма «Б», древнегреческого слогового письма, которое не могли прочитать 50 лет, пока в 1952 году архитектор Майкл Вентрис не установил, что оно передает греческий язык. Алгоритм был обучен на этом историческом успехе и применен к манускрипту. Программа выдала набор предполагаемых соответствий между символами манускрипта и звуками арабского языка. Когда лингвисты попытались прочитать несколько строк по этой схеме, получилась бессмыслица. Ни одна из предложенных программой расшифровок не давала связного текста. В 2021 году группа ученых из Праги применила к манускрипту трансформерную модель. Тот же класс алгоритмов, на котором основаны современные языковые модели искусственного интеллекта. Трансформер обучили на корпусе средневековых латинских, арабских и древнееврейских текстов, а затем попросили найти в манускрипте любые осмысленные структуры. Алгоритм нашел внутреннюю грамматику, правила, по которым одни символы следуют за другими. Эти правила были четкими и последовательными, но когда программа попыталась сопоставить эту грамматику с грамматикой любого известного языка, совпадений не обнаружилось. Манускрипт имеет собственную грамматику, не похожую ни на одну другую. Самый громкий провал случился в 2023 году. Стартап из Силиконовой долины объявил, что использовал большую языковую модель последнего поколения для полной расшифровки манускрипта. Компания опубликовала пресс-релиз с заявлением о том, что текст является медицинским трактатом на искусственном языке, созданном на основе латыни. Приложили несколько страниц перевода. Через 3 дня лингвисты из Оксфорда опубликовали разбор. Предложенный перевод содержал грамматические конструкции, невозможные в латыни ни одного исторического периода, а сами переведенные фрагменты при обратном переводе не давали ничего похожего на исходный текст манускрипта. Стартап удалил пресс-релиз с сайта, но новость уже разошлась по всему миру. Принципиальная проблема всех попыток применить искусственный интеллект к манускрипту одна. Любой алгоритм машинного обучения работает по принципу сравнения с известным. Он ищет паттерны, похожие на паттерны из обучающих данных. Если манускрипт написан на языке или системе кодирования, не представленной ни в одном известном тексте, алгоритм просто не имеет точки опоры. Это все равно, что просить программу распознавания лиц опознать человека, которого никогда не существовало ни в одной базе данных. Машина не может найти то, чего никогда не видела, и в этом манускрипт Войнича оказался сильнее не только людей, но и созданных ими машин. Вокруг манускрипта. Войнича существует целая вселенная теорий, авторы которых не имеют ученых степеней, но зато не имеют и научных ограничений. Именно среди них порой встречаются идеи настолько неожиданные, что профессиональные исследователи вынуждены их проверять, хотя бы для того, чтобы официально опровергнуть. Наиболее распространенная конспирологическая версия утверждает, что манускрипт давно расшифрован Ватиканом, ЦРУ или засекреченным отделом британской разведки. Сторонники этой теории указывают на то, что рукопись долгое время хранилась в иезуитском архиве, а иезуиты исторически контролировали огромные массивы тайного знания. Согласно этой версии, книга содержит либо формулу универсального лекарства, либо описание технологий, которые власти не хотят придавать огласке. Доказательств не существует, но отсутствие доказательств сторонники теории считают само по себе доказательством заговора. Версия об инопланетном происхождении манускрипта появилась в 70-х годах и с тех пор не исчезает. Ее логика проста. Растение не с Земли, язык не существует ни в одной человеческой культуре, астрономические диаграммы изображают созвездия, не совпадающие с земным небом. Значит, источник внеземной. Несколько авторов опубликовали книги с подробными разборами инопланетной ботаники манускрипта, сравнивая рисунки с описаниями растительности на гипотетических экзопланетах. Астрономы из Кембриджа в 2015 году специально проанализировали астрономический раздел манускрипта и установили: диаграммы изображают земное небо,
просто нарисованы с ошибками или в нестандартной проекции. Инопланетная версия не получила ни одного подтверждения. Куда интереснее версия, которую в 2014 году предложил программист-любитель из Германии по имени Клаус Шиллинг. Он заметил, что если разбить текст манускрипта на слоги и читать каждый второй слог через страницу, получается текст с более высокой степенью повторяемости, чем исходный. Шиллинг опубликовал свои расчеты в интернете, и несколько математиков действительно подтвердили: наблюдение корректно, такая структура существует. Но что именно она означает, никто объяснить не смог. Возможно, это артефакт самого метода анализа. Возможно, нет. Отдельную категорию составляют версии о том, что манускрипт является глоссолалией, записью бессвязной речи человека в измененном состоянии сознания. Средневековые мистики практиковали автоматическое письмо, считая его способом получить послание от Бога или ангелов. Если автор манускрипта записывал звуки, которые слышал в трансе, не вкладывая в них никакого смысла, это объясняло бы языкоподобную структуру без реального содержания. Человеческий мозг даже в измененном состоянии воспроизводит ритмы и паттерны, характерные для речи. Против этой версии говорит одно: объем текста слишком велик. 240 страниц плотного письма — это не мистический транс, это годы систематической работы. Наиболее неожиданную версию выдвинул в 2022 году итальянский историк Леонардо Кастильоне. Изучив водяные знаки на пергаменте под ультрафиолетом, он обнаружил, что несколько листов манускрипта были соскоблены и использованы повторно. Поверх старого текста написан новый. Это стандартная средневековая практика, называемая палимпсестом. Кастильоне предположил, что под видимым текстом манускрипта скрыт другой, более ранний текст, и именно он является ключом к расшифровке. Мультиспектральный анализ нескольких страниц подтвердил следы соскабливания, но прочитать то, что было написано раньше, не удалось. Слой был снят слишком тщательно. Если под текстом манускрипта действительно спрятан другой текст, это меняет все. Но получить к нему доступ, не уничтожив рукопись, пока невозможно. В 2019 году лингвист Джерард Чешир из Бристольского университета опубликовал статью, которая на 2 недели взорвала интернет. Но это была не та история. Настоящая история произошла тихо, без пресс-релизов и новостных заголовков, в маленьком городе на севере Италии. Николас Феррер, бывший сотрудник отдела криптографии итальянской военной разведки, вышедший на пенсию в 2012 году, начал изучать манускрипт как хобби. У него не было университетской кафедры, грантов и команды аспирантов. Был ноутбук, сканы рукописи в высоком разрешении, выложенные Ельским университетом в открытый доступ, и 30 лет профессионального опыта работы с системами кодирования. Феррер опубликовал свои выводы не в научном журнале, а в личном блоге в 2021 году. Пост набрал 4 миллиона просмотров за неделю. Его метод был принципиально другим. Вместо того, чтобы искать соответствие между символами манускрипта и буквами известных языков, он предположил, что манускрипт использует стеганографию, технику сокрытия информации внутри другой информации. Не шифр, где каждый знак заменяет другой знак, а структура, где смысл закодирован не в самих символах, а в их взаимном расположении. Феррер обнаружил следующее. Если взять только первые символы каждого слова на каждой странице и выписать их последовательно, получается текст с принципиально иной статистической структурой, чем исходный манускрипт. Эта структура значительно ближе к латыни классического периода. Он применил тот же метод к последним символам каждого слова, получил третий текст со структурой, напоминающей средневековый арабский. Феррер заявил, манускрипт содержит не один текст, а 3 наложенных друг на друга. Видимый текст является несущей конструкцией, внутри которой спрятаны 2 других. Математики, проверившие его расчеты, подтвердили, статистические наблюдения корректны. Структура первых символов действительно отличается от структуры полного текста. Это факт, который не оспаривается. Оспаривается интерпретация. Является ли это намеренным кодированием или статистическим артефактом, возникающим в любом достаточно длинном тексте с повторяющейся структурой слов. Феррер провел следующие 2 года, пытаясь прочитать скрытый латинский текст. В 2023 году он опубликовал расшифровку 7 страниц манускрипта.
Согласно его версии, это фрагменты медицинского трактата о свойствах растений, написанного на латыни с элементами средневекового итальянского диалекта. Текст описывал применение неких растений при лечении болезней крови и родовых осложнений. Проверка показала следующее. Предложенная расшифровка 7 страниц внутренне последовательна. Одни фрагменты логически следуют из других, терминология соответствует средневековой медицинской латыни. Но воспроизвести метод Феррера независимо и получить тот же результат не смог никто. Когда другие исследователи применяли его алгоритм к тем же страницам, они получали другие тексты. Феррер объяснил это тем, что его метод требует дополнительного ключа, короткой последовательности символов, которая задает правила чтения. Этот ключ, по его словам, он вывел интуитивно на основе профессионального опыта и формализовать его пока не может. В 2024 году Феррер перенес инсульт. Его записи находятся у семьи. Часть материалов он успел передать исследователю из Болонского университета, который сейчас пытается восстановить полный алгоритм по фрагментам. Если Феррер был прав, ключ к манускрипту существует и находится в разрозненных заметках человека, который больше не может говорить. Если он ошибался, мир потерял еще одну красивую теорию. Разница между этими двумя исходами пока неизвестна. Манускрипт Войнича сейчас хранится в библиотеке Бейнеке Ельского университета под номером МС-489. Любой человек может заказать его для просмотра, заполнив стандартную форму. Сотрудники библиотеки выносят его в белых хлопковых перчатках и кладут на специальную подставку. Книга выглядит обыкновенно. Потертый кожаный переплет, пожелтевший пергамент, выцветшие чернила. Ничто в ее внешнем виде не говорит о том, что это самый загадочный текст из всех когда-либо написанных человеком или не человеком. С 1912 года, когда Войнич извлек рукопись из замка Мондрагоне, над ней работали профессиональные криптографы 2 мировых держав, лингвисты из десятков университетов, математики, ботаники, историки, программисты и тысячи любителей по всему миру. Суммарное количество человека-часов, потраченных на попытки прочитать эту книгу, не поддается подсчету. Результат — 0 расшифрованных слов, в достоверности которых согласилось бы большинство исследователей. В 2024 году Ельский университет завершил полную мультиспектральную съемку всех 240 страниц манускрипта в 12 диапазонах излучения, от ультрафиолета до ближнего инфракрасного. Снимки выложены в открытый доступ. На нескольких страницах проявились следы текста, невидимого при обычном освещении, возможно, пробные записи автора или пометки более поздних владельцев. Прочитать их пока не удалось. Вопрос, с которого началась эта история: существует ли книга, которую 100 лет не могут взломать лучшие криптографы мира, имеет точный ответ. Да, существует. И срок уже не 100 лет, а больше 600. Ни один человек, державший эту книгу в руках, не унес с собой ее секрет. Ни императоры, ни алхимики, ни военные дешифровщики, ни программисты. Либо секрет был утерян вместе с автором еще в 15 веке, либо он до сих пор спрятан внутри 240 страниц, ожидая человека с правильным методом. Есть один факт, который исследователи предпочитают не афишировать, потому что он не поддается рациональному объяснению. Статистический анализ показывает, текст манускрипта со временем меняется. Не физически, чернила не движутся. Но разные исследователи, применяющие один и тот же метод анализа к одним и тем же страницам в разные годы, получают статистически различающиеся результаты. Отклонения небольшие, но воспроизводимые. Несколько групп ученых зафиксировали этот эффект, независимо друг от друга, и не нашли ему объяснения. Наиболее осторожная формулировка звучит так: текст демонстрирует статистическую нестабильность, природа которой не установлена. Манускрипт Войнича не является самой старой нерасшифрованной рукописью в мире. Есть тексты древнее. Он не является самым красивым, есть книги изящнее. Он является единственным текстом в истории человечества, который пережил всех, кто пытался его прочитать, и продолжает ждать следующего. Автор книги был левшой, работал систематично, знал что-то о растениях и звездах, жил в первой половине 15 века и унес свой секрет с собой. Больше о нем не известно ничего. Имя не установлено, место рождения не установлено, цель написания не установлена. 600 лет назад кто-то сел за стол, взял перо в левую руку и начал писать. И то, что он написал, не смог прочитать никто. Эта книга существует.
Она лежит в библиотеке Ельского университета, и она до сих пор молчит.